друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний общий расклад Таро для мужчин и женщин посвящен Таро прогнозу на будущее. И мы посмотрим, какие важные события изменят вашу жизнь в ближайшем будущем. Или какие 3 важных события изменят вашу жизнь, вашу личную жизнь в ближайшем будущем. О, смотрите, башня выпадает и природа. Что-то должно разрушиться для того, чтобы возродиться, да. Ну вот, видите, интересно, да, то есть какие-то перемены, важные перемены в вашей судьбе будут происходить. Смотрите, как сегодня мы будем с вами гадать. Это общий расклад, поэтому я сперва выложу фабулу вашей ситуации, или посмотрим, кто пришел на расклад сегодня. А после этого я дам 3 пути, 3 варианта. Вы можете прослушать все 3 варианта и собрать из этих вариантов что-то свое, да, какую-то подсказку, допустим, или инсайт получить. А можете выбрать 3 варианта, на 3 конкретных события, на 3 конкретных ситуации, или один из 3 вариантов. Да? Как-то так. Итак, давайте начнем прямо сейчас разбираться в ситуации. Кто пришел на расклад, или что за ситуация у вас на здесь и сейчас. Ой-ой-ой-ой, страшный суд выпадает. Как страшный? Суд, орган суда. Ваша жизнь полностью сейчас меняется, да, и вот вы, по сути, находитесь в такой ситуации, в которой никогда еще не были. То есть вы в ней, по сути, наверное, первый раз. И вас испытывают абсолютно все силы. Например, если вы привыкли к светлому, то вокруг вас все темное. Если вы привыкли к горячему, вокруг вас все холодное. Если вы привыкли к темному, вокруг вас, наоборот, светлое. То есть вы не в своей стихии, вы не в своей тарелке, вы не в своей среде. Мир вокруг вас переворачивается, перевернулся, реальность меняется. Вы, по сути, сейчас теряете, но теряя, вы очищаетесь, по сути, да, то есть как бы идет процесс очистки через потери, да. А материальный мир, это вообще карта воскрешения, да, и идет перерождение, да. Возможно, вы перерождаетесь, трансформируетесь энергетически, может быть, физически, может быть, метафизически, а может, все вместе, да. Дальше. Давайте смотреть. Здесь есть Верховная Жрица, и вам, по сути, открывается что-то новое. То, что я говорил, вы не были в этой ситуации. Но, по сути, вам открывается тайна через такой болезненный процесс. Вы находитесь там не просто, где вы еще ни разу не были. Там, где вообще не всем можно ходить, быть, находиться. По сути, вы сталкиваетесь с настоящим чудом, с настоящей магией, с колдовством. Верховная Жрица, да, и это кошка полумесяцем. Но смотрите, здесь полумесяц там растущий, ауджет, 3-й глаз. Здесь такое что-то, знаете, как будто бы вы открыли ящик Пандоры. Да, именно у меня такой поток. Вы открыли ящик Пандоры и заглянули туда, и узнаете то, или узнали то, о чем знать нельзя, или должны бы узнать. То, что вам пока нельзя знать, но вы уже начинаете это открывать для себя. Интересно, да, так? Как минимум, возможно, какая-то ведьма, если вы точно знаете, да, что, если, да, это общий расклад, примеряйте к себе. Если вы знаете, что у вас есть ведьма в окружении, которая ваша, давайте так скажем, недоброжелательница или соперница, или вражина, да, то она меняет ваш мир. И вы сейчас, как этот медведь, боретесь за выживание, да, а она наблюдает за этим со стороны. Может быть. У женщины меняется мир вокруг нее. И колесницы, смотрите, идут одни старшие арканы. Что ж такое? Вы на пороге серьезных перемен. Возможно, собираетесь что-то начать с чистого листа, с нуля, куда-то поехать. Какое-то дело начать. Но оно у вас пока не очень сильно получается. Центральная карта у вас вообще намерение начала. А предыдущие 2 карты, вам это все время постоянно что-то мешает. То есть вы, например, хотите куда-то поехать, мешает. Хотите что-то узнать, мешает. Вы откладываете. Например, даже хотите выучить язык, откладываете. Постоянно обстоятельства меняются. Хотите погадать на картах, сюда пришли, да. На личных расклад не идете, откладываете. То есть постоянно что-то откладываете. Да, поездка откладывается, документы откладываются. То есть
у вас некий такой блок, потому что вот старшая карта у вас вот взять это и сделать, а предыдущие две, они как бы все поменять и как бы не дать вам это сделать. То есть есть как минимум откладывание, и вот женщина особенно здесь откладывает, да, не спешит. А если к женщине спешит мужчина, ну вот вы ждете мужчину, то путь ему закрыт, или женщина мешает другой женщине, ну, мужчине пройти, понимаете, да? Давайте посмотрим еще, что тут. Ну, вообще вы на пороге какого-то прям революции какой-то. Это революционная карта, очень, да, переворотная такая. Давайте смотреть. Сегодня будет интересный расклад Таро. А вот я вам так скажу, десятка жезлов, или так же он еще называется, обремененный жук, да, вот здесь вот колесница Азириса, или Осириса. Что у вас? У вас должна в судьбе произойти серьезные перемены, очень серьезные перемены в судьбе вашей. То есть вот эта вот революция, это революция судьбы. Я вам так скажу, что эта карта вообще, ну это ж терновый венец, который у Христа, да, там был снят, или одет ему, а потом он был снят. У вас должны, ну как минимум, ваши страдания, как бы, ну я не скажу, что они прям должны закончиться, но они как-то должны измениться. Вот эта трансформация, мутация, да, уже. А это вот окончание. То есть, ну, какой-то процесс тяжелый должен подойти к концу. Например, процесс ожидания, процесс обучения, процесс незнания, неведения. Вообще, у меня такое ощущение, что вы пребываете в неведении, сильно страдаете, очень сильно заблокированы как-то, да, вот такой блок у вас есть, у человека, который здесь. И он там, это неведение по отношению к отношениям, к своей жизни, к своей судьбе, вашей судьбе, ну, должен быть какой-то рывок. Ну, давайте назовем это рывком пока что. Что вот это вот, знаете, такое ощущение, что лошади на дыбах, но их все равно держат вот эти две карты. Держат. Видите, двойка жезлов. Очень сильно держит. Во-первых, вам тяжело выбрать. Вас ждет тяжелый выбор, это раз. И, ну вот, ситуация какая у вас, да, или кто пришел, человек перед выбором стоит. Например, уйти или остаться. Это раз. Потому что жизнь меняется или должна поменяться. А стопор, да, вот здесь стопор. И вот этот стопор, вот эта вот карта, она как бы о двойственном выборе, с одной стороны, а с другой стороны, она о тяготении к прошлому, эта карта. И вот это тяготение, этот выбор, он сжирает энергию. С одной стороны, да, то есть вы никак не тратите энергию. С другой стороны, ну, может быть, дает пока подготовиться возможность. Ловец молний, накопитель энергии, то есть, по сути, вы, как бы, что у вас должно произойти в будущем, да, вот, что за человек, вы должны реализовать энергию только по-другому, то есть, свои планы, намерения, они все равно они пойдут по-другому. То есть вот старый сценарий вашей реализации вашей энергии, он изменится. По сути, как бы отношения с мужчиной, с женщиной поменяются. Может измениться работа здесь. Вы как бы еще цепляетесь за нее, допустим, да, как медведь по лапами, по волнам, по воде бьете, шлепаете, да, ну, барахтаетесь. Но вы, скорее всего, накануне серьезных тектонических подвижек в вашей судьбе. Вот такое вот. Я вам так скажу, есть тут у мужчины и женщины, если на отношения перенести, тяжелые кармические отношения, которые не отпускают до сих пор. Вот эти две карты. 10 и 2. 12 повешенный, да, с одной стороны. С другой стороны, десятка тяжелая карта, это десятка жезлов, помните, да. А двойка — это не отпускание. По сути, у вас как будто бы есть постоянное намерение, вот какой человек на раскладе? Человек с постоянным намерением что-то сделать, которого просто реально взяли и в неведении, то есть вы даже не представляете, что это может быть, посадили в тазик с цементом, в тазик залили цементом, и вот он засох, вы прыгаете, да, условно говоря, куда вы с тазиком с цементом, да? Вот никуда вы не припрыгаете, да, по сути. То есть вырваться вы не можете. Вы как лошадь, которая вот стоит и все, ее держит постоянно. И в чем угодно. Это, то есть у вас как будто бы забита пробка в реальность. То есть вот здесь руна Райдо перевернутая у вас.
Торисос перевернутый, то есть, ну, как бы, да, он накапливается энергией. Райда перевернута, Эвос перевернутый, Торисос перевернутый. То есть вот эти все руны, они у вас не движутся, да? Ну, давайте посмотрим теперь, какие события перевернут вашу жизнь, да? Вот будет три пути у вас таких. И они как бы, вот эти карты я специально взял, чтобы они подсказывали вам путь исцеления. Путь исцеления. 3 пути исцеления будет открыто вам сегодня, сейчас. Я их положу первый. Вот смотрите, вот как раз символически падает 3 пути исцеления. На каждый из путей исцеления будет, ну, дана какая-то расшифровка, да. Первый путь исцеления. Видите, вот с подсудом суд — это вот избавление от всего ненужного, иллюзорного. А вообще это избавление от майи или пробуждения, по сути, да. Также она, эта карта означает. Вторая карта, второй путь, да. То есть или первое событие, второе событие и третье событие. Или первый путь, второй путь, третий путь. Или первая линия жизни, вторая, третья. Или прошлое, настоящее, будущее. Вы можете также посмотреть, да, прошлое, настоящее, будущее и попробовать открыть для себя или понять, почему так происходит сейчас, да, вот почему вы застряли в чем-то, или что вас держит, или что влияет на вашу тяжелую судьбу. Вот здесь вот в этих двух картах присутствует кармический узел, да, вы также можете понять, откуда у вас этот кармический узел, в связи с чем, в связи с кем. Мать, бабушка, женщина, соперница, ведьма, кто влияет на это, да. Особенно этот расклад интересен будет для мужчины, или если вы гадаете на мужчину, да. Ну, если вы мужчина, или если вы женщина, гадаете на мужчину. Например, там на сына, на мужа, ну, на кого угодно, на любовника и так далее. Можете варианты себе загадать и настроиться. Я уверен, что вы выбрали уже свой вариант. И если слушаете полностью, то добро пожаловать. Вы, первый путь, это вы должны что-то открыть, показать миру, прояснить. То есть высшие силы или духи, это по сути посланники духов, это целебные духи. Вы как бы как проводник в прошлое, это карта прошлого, смотрите, это к прошлому относится, во-первых. Но это и один из вариантов, вы можете стать проводником. То есть вы можете стать первооткрывателем, ну, таким Вашко да Гама, да, или Христофор Колумб, или Магелланом, да, то есть таким каким-то португальцем, да, отважным, который двигается куда-то вперед и что-то пробуждает. Но здесь духи подсказывают, вам нужно пробудить, разбудить мир, с одной стороны, а с другой стороны показать что-то другим, какой-то пример, последовать, что ли, примером или быть примером. Вот давайте посмотрим, какую тайну. Вот, во-первых, вы должны что-то открыть. Вот какую тайну вы должны открыть. Или вам нужно открыть. Давайте еще раз всмотритесь, чтобы вам месседж был понятен. Какую тайну вы должны открыть. Да? И пробудить мир — это открыть тайну. Давайте, какая тайна вам или уже открылась, или если вы смотрите на будущее, да, вам будет открываться тайна, вот. Или вы будете открывать тайну, услышали, да? Я буду стараться как можно ближе к общему раскладу подгонять, да, толкование, чтобы вы слышали свое. Ого, тайну судьбы. Тайну судьбы. Вы будете открывать тайну судьбы и будете менять свою судьбу. Если это в прошлом, вы открыли тайну судьбы и поменяли судьбу. Слышите, да? Если на будущее какой-то это вариант, да, то тайна судьбы меняется у вас. И она связана у вас с женщиной. Бабушка, мать, может быть какая-то ведьма. Что явила судьба или явит, да? Если вы смотрите на будущее, явит, а если смотрите как прошлое, то явила. Ну, смотрите, по сути, это перевоплощение, это перерождение полное, это расширение, это... Видите, здесь змея сбросила кожу. Или карта так и называется, змея, сбрасывающая кожу. А здесь великий круг.
у вас в прошлом уже судьба закончила цикл. То есть, по сути, вы с кем-то, вот какая-то женщина с каким-то мужчиной что-то завершили. Какой-то бизнес закончился, да, вот, то есть завершено что-то. Но вы, может быть, пребываете еще в этом, ну, посмотрим там оно дальше, так или нет. Ну, вообще, я как бы ситуативно говорю, вы можете еще в этом пребывать, находиться, а в прошлом это уже произошло. То есть вам нужно избавиться от старой кожи. Потому что вы и не можете изменить свою судьбу, находитесь в повешенном и тянете вот этот вот десятку жезлов и двойку, энергию просто аккумулируете, но никуда ее не отдаете. И вот у вас получается такая ситуация, вот помните, да, если, ну, представьте себе там батарейку, пауэрбанк, если его все время заряжать, особенно вот литий-ионовый аккумулятор, да, его если в зарядку поставил и, ну, не вынимаешь зарядки, да, то что с ним произойдет? Он вздувается и лопается, да. Ну вот у вас такая ситуация. То есть, по сути, вы уже изжили что-то и идете дальше. Оно, вот я вам даже... Но имея это при себе, условно говоря, миру вы это не показываете. То есть, по сути, вы накапливаете энергию, да, вот она, идет энергия. Вот вам высшие силы дают энергию, заряжают. А вы эту энергию держите в себе и вот так вот ее не показываете, да. То есть, вы не открываете себя, хотя вам надо открыть. И какое у вас изменение в судьбе произойдет? Вы откроете, явите себя миру другим, обновленным, исцеленным, выздоравливающим. То есть вам нужно было начать выздоравливать уже давно, исцелять себя уже давно, являть миру себя другим уже давно, менять бизнес, менять место. Ну, это бизнесовая карта. Ну и это где-то может быть даже место проживания, может переезжать. Если вы это сделали уже в прошлом, то вот это вот событие, оно изменило вашу жизнь. Поменяли отношение к себе, первое. Исцелились, второе. Если это в прошлом, то вот вы обновили жизнь. Но как минимум переезд, исцеление и избавление, возможно, от какого-то очень сильного или негатива, или обуславливания вашу жизнь поменяет. Если смотрите на будущее, очень скоро. Хорошие карты. И вы как бы по сути, вот как вы пробудите мир, а вы утром подойдете к зеркалу, посмотрите на себя, улыбнетесь себе и себя не узнаете, скажете, неужели это я? И вот если вы хотите этого, вот сейчас ставьте на паузу и пишите. Это я, змея, сбрасывающая кожу. Очень скоро я не узнаю себя, поскольку я меняю судьбу. Ключ, замок, язык. Амен. То есть это будет заклинанием вашим. И вот вы пробуждаете мир утром, да. Можете сейчас закрыть глаза и представить себе, как вы открываете глаза, да, подходите к зеркалу, подходите и говорите. Я пробуждаю мир, меняю свою судьбу. Я очищаюсь, избавляюсь от всего ненужного. И принимаю этот мир таким, какой он есть. Без всего лишнего. Вот оно. Но совсем чистым, что есть в нем. И вы явите миру очень скоро чистоту, показать которую вам не будет стыдно, вам не будет стыда, у вас не будет стыда, у вас будет отсутствовать совесть, у вас будет отсутствовать чувство вины и обида на мир. И это трио, это три мурти, или это Святая Троица, или это ваших три гармоничных аспекта, или вера, надежда и любовь, будут наблюдать за тем, как вы являете миру новый свет, новую энергию, новую жизнь, нового себя, новый цикл. Змея, запомните, это всегда цикл. У вас начинается новый цикл, и ваш кармический узел очень скоро расплетется. Но у вас и был расплетен узел, если вы смотрите это как прошлое. Давайте посмотрим, куда вы поползли в прошлом. Или поползете. Видите, у вас идет пламя возрождения, божественный огонь. Эти арканы, они здесь дополняющие, и на самом деле в прошлом когда-то вам нужно было исцеляться огнем, и новые планы вы могли бы явить миру и изменить этим судьбу. Есть некие нереализованные планы, детские мечты, детские надежды. Возможно, это было наивностью, но сейчас это вновь является миру, оно всплывает из глубин вашего подсознания, через боль, через страдания, через время, через ваши чувства на поверхность. Возможно, вам больно, возможно, вы кричите, но ваша мечта вновь является мир.
и сквозь тьму пробивается новыми планами и божественным огнем пламя возрождения и перезагрузки вашей реальности. Ваша матрица судьбы уже была переписана, если вы смотрите это как прошлое, и будет переписана. Очистка огнем и очистка высшими силами развяжет этот кармический узел. Смотрите, десятка жезлов, под нее падает божественный огонь. Божественным огнем все будет очищено. И этот огонь, частичку этого огня после этого очищения, освобождения вы покажете миру. И вы будете в руках держать то ли чашу, то ли блюдо, то ли какой-то сосуд, в котором будет или свеча, или плавающая свеча, или лотос, или цветок. И сквозь него будет струиться божественный огонь до самых небес. Событие это связано с возрождением, перерождением вашей судьбы и вашей физической структуры. Прошлое уйдет, новое откроется. Что отпустит вас совсем скоро? От чего вы избавитесь? Что ненужное больше вы не будете нести с собой? Какая-то эмоция, которая блокирует вас, а блокирует она вашу голову. Вы избавитесь от головокружения, головной боли. И вы будете смотреть на мир с доверием, но без наивности. То есть вы будете трезвы, вы протрезвеете. Пьяный проспится, дурак никогда. Ваше опьянение, ваш морок, он уйдет. И змея незаметно в траву уползет. И все темное из жизни вашей покинет ваш сад вашего счастья и вашей жизни счастливой навсегда. И новому миру и покою спокойно, с доверием вы скажете «да». Ключ, замок, язык. Аминь. Если смотреть на эту ситуацию, то когда-то в прошлом вы были доверчивы, открыты и наивны. Вы открывались всем и всему, и за это очень сильно получали какие-то горькие пилюли в виде уроков. И в результате этого вы закрывались в себе, не доверяли миру и сжимали свое внутреннее пространство, накапливали соматические проявления болезни и в результате этого получили все энергетические перегрузки внутри вас в виде заболеваний. Второе событие, которое на пороге, изменит вашу жизнь, исцелит ее, направит в другое нужное русло, возможно, направит какое-то испытание. Настоящая любовь или любовь вообще никогда не может быть потеряна. Возможно, сейчас эта линия, она здесь и сейчас. Прислушайтесь к ней. Или это линия ближайшего будущего, если вы выбрали просто вторую позицию. Ваш вопрос, он в любви, в объединении. Возможно, это безответная любовь. Возможно, вы просто не можете ничего изменить в этих отношениях. Возможно, вы торопитесь и пытаетесь двигаться в этом направлении, но у вас ничего не получается. И в прошлом мы уже посмотрели, да, или один из вариантов, мы уже посмотрели, как можно связать эту ситуацию с любовью, которая никуда не двигается, с той линией жизни, которая предшествует этой любви. Но вы не можете потерять настоящую любовь. И вы не можете по-настоящему потерять любовь. Слышите? Еще раз, я повторюсь. Вы не можете потерять настоящую любовь. И вы не можете по-настоящему потерять любовь. Это два разных месседжа от высших сил. Абсолютно два разных месседжа. Смотрите, здесь почему-то мне открывается, если вы любите, то вы ничего не теряете. Даже если вы теряете, отбрасываете что-то лишнее или переписываете свою судьбу, то любовь настоящую вы не потеряете. Хорошо, вопрос о любви. Как
как? По судьбе ли вам вообще любовь? По судьбе ли вам открыть дороги в настоящую любовь или в любовь, которая не может быть потеряна? Суждено ли вам быть счастливым? Луна. Луна. Серебряный отражатель теней. Все в зеркало уходит. Верховная жрица. Кошка полумесяц. Колесо фортуны — это солнце, а здесь опять луна. Да, но через какой-то цикл. Для того, чтобы попасть в любовь настоящую, вам нужно пройти темное, светлое, темное. Вам нужно пройти циклы Луны, Солнца и Луны. То есть вам нужно пройти какие-то определенные циклы. Вам нужно справиться все-таки с какими-то родовыми программами по линии мамы и преодолеть Солнцем темные силы. Левый глаз Оуджет. Он защищает. Левый глаз защищает от темных сил. Правый глаз Оуджет наставляет на путь истинный. Левый глаз Оуджет связан с Луной, правый с Солнцем, колесом фортуны. Суждено ли вам открыть эту любовь? Суждено, но очень тяжело, нелегко, нелегок ваш действительно путь. Смотрите, диагональ у вас расширение и Луна. То есть для того, чтобы вам по-настоящему любить и притянуть эту любовь, и пройти или открыть ее, открыть эту любовь в свет, превратить эту любовь в свет, вам необходимо постоянное расширение, постоянное избавление, очищение и постоянно ресурсное состояние и преодоление трудностей. Знаете, миссия вот этого вот обремененного жука или Христа, она ваша. Ну, в этом воплощении. Да, возможно, это тяжело сейчас слышать, но вам придется проносить эту любовь через темноту. То есть сейчас вы проживаете, если смотрите здесь и сейчас, да, вот эта вот линия, не самые светлые времена. Но и за ночью всегда приходит день. Смотрите, вы человек в ночи. И в прошлом у вас уже был свет. В прошлое, да? И вот он, этот свет. И вы когда-то уже имели опыт явления себя другим. Я вам скажу, когда это было. Это тогда, когда вы родились. Ведь Паш Кубков — это ребенок. Вы же были наивным ребенком. Вы же смотрели чистыми глазами на мир. И вот для того, чтобы не потерять эту любовь и найти ее в будущем, вам просто нужно идти через темноту. Идти сквозь ночь к солнцу. Неважно, какая будет луна. Полная, новая, убывающая или растущая. Вам просто нужно пройти через ночь. Через отсутствие света. Через отсутствие солнца. Через новую луну. Через отсутствие электричества. Через отсутствие огня. Через холод. Но вы пройдете это. Потому что этот опыт вы уже получали в момент рождения. Здесь вы можете наблюдать, как ребенок выходит из утробы матери. И первый раз, воскрикнув в реальность, запустив свое намерение жить, посмотрел на мир чистыми глазами. Здесь то же самое. Пронести любовь и найти, обрести любовь, открыть любовь для себя означает пройти через темноту, не бояться потерять, не бояться избавиться от лишнего и справиться со своими чувствами и эмоциями. Старая эмоция, блокирующая ваш разум, теперь она не будет вам мешать идти вперед, и вы перестанете бояться. Очень скоро вы избавитесь от страха. От страха, который связан с женщинами. Мужчина перестанет бояться женщин. Мужчина перестанет бояться женщину. Женщина перестанет бояться женщину тоже, потому что, возможно, очень скоро и сейчас происходит вот эта интеграция
реальности, где вы перестаете бояться магии, черной магии, которая воздействует на вас. Это становится той инъекцией, тем антидотом, который исцеляет вас и дает возможность преодолеть магическое влияние на вас, преодолеть это светом, преодолеть это солнцем и противостоять всему темному. Прямо сейчас вы избавляетесь от программ, вредоносных программ, которые находятся в вас. И если вы чувствуете, что это вам необходимо, ставите на паузу, пишите в комментарии. Я своим намерением, солнцем, силой солнца и силой темноты избавляюсь от вредоносных программ, которые идут на меня, особенно по линии матери. Ну, тут больше линия матери есть. Хотя линия отца здесь тоже просвечивается. Это линия Творца, Солнце или Свет. Отец, Сын, Дух Святой, Тримурти. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, чего больше в ближайшее время станет в вашей жизни, но это будет связано с избавлением от страхов. Не поверите. Как только вы перестанете бояться, в вашей жизни станет больше любви. Алхимическое сердце начнет происходить. Что такое алхимия? Алхимия — это процесс добычи золота, философского камня из ртути и других компонентов, да? То есть, по сути, произойдет, давайте отбросим алхимию как таковой процесс, да? А как только вы перестанете бояться и света станет немножечко больше, вы сразу будете видеть образ того, кто может быть с вами рядом. Вы сможете видеть не только образ, вы сможете также выбирать этого человека. Вы сможете прикоснуться к этому человеку. Вас потянет к этому человеку. Этот человек может даже дать о себе знать. Написать, позвонить, приехать. Сделать какое-то сообщение или встретиться на улице, если вы долго ждете того человека, который никак не приедет к вам, не явится. Сейчас пишите комментарии, ставите на паузу. Вашу декларацию намерения можете написать. Я больше не боюсь его потерять, и я хочу, чтобы он вышел со мной на связь. Можете написать его имя, можете не писать, как вам удобно. Но что внезапно произойдет в вашей жизни? Вот вы перестаете бояться, и в вашей жизни произойдет именно вот открытие дороги. Смотрите, ведь змея же поползла, ведь ребенок же вышел из утробы. И точно так же вам откроется дорога в свободную любовь, где вы не будете бояться потерять, где вы не будете ревновать, где больше не будет никаких обуславливаний, где вы будете чисты, как взгляд и поцелуй ребенка, и эта чистота будет притягивать к вам аналогичную чистоту любви, радости, солнца, света. Вам откроется, это, кстати, руна Райдо, прямая уже, да? То есть я вам говорю, у вас перевернутый Тор, Райдо и Эвас. Вот он. А вот эта вот руна у вас будет Пертро, но прямая. Избавление от страха. Так вот, здесь очень скоро вы влюбитесь. Вы влюбитесь и поймете, каким путем или как вам быть дальше, как вам вести себя дальше с загаданным человеком. Ну, вы разгадаете, по сути, загадки его души или ее души. Но эта разгадка его и ее души произойдет через чистый, ясный взгляд в свою душу, в свое сердце, и ничего лишнего там уже не будет. Там не будет никаких рогов, никаких сомнений, никаких напряжений и никаких соблазнений дьявола, которые, возможно, присутствуют. Но здесь рога только дьявола торчат из прошлого, и все. А здесь эти рога, они светлые, чистые. Хорошо, любовь на пороге. Вы влюбитесь, и любимый человек на пороге, любимый мужчина, любимая женщина. Здесь даже больше женщина любимая даже. Хорошо. И что же принесет вам божественный огонь? Что возродится в этой любви? Рыцарь жезлов. У вас появится желание, стимул, цель жить.
Смотрите, какой добросердечный лось. Добросердечный лось. Что же принесет и что же явит пламя возрождения? Эта любовь подтолкнет вас на добрые дела, добрые цели. И путешествие на дальние расстояния станет для вас добрым. У вас получится реализовать себя в новом миру. У вас получится открыть новое дело, новую работу. Это происходит уже прямо сейчас. Добросердечный лось. Можете так и написать в комментарии. Добросердечный лось открывает вам новую реальность с чистым сердцем и чистыми намерениями, без страха и без сомнения. Путем любви вы открываете двери своим чистым намерением в свою новую реальность, где настоящая любовь никогда не может быть потеряна. Добросердечный лось – это проявление того мужчины и той активной любви. Огонь, огонь, огонь. И очень скоро у вас будут очень яркие, пламенные сексуальные отношения, если вы к этому стремитесь. И здесь рядом ребенок. Благодаря этому может возникнуть зачинание. Беременность. Удача. Удачный шанс вам может выпасть без сомнения, зачать ребенка чистого, без сожаления, с открытыми дверями и счастливой жизнью впереди. Ключ, замок, язык, аминь. Давайте поставим точку в настоящем и посмотрим, что принесет вам настоящая любовь. Шаман, но он же целитель. Очень классно получается. Красивый сегодня пассианс открывается, и шаман вам в вашу жизнь является, врывается. Настоящая любовь исцелит вас, и вы, как феникс из пепла, восстанете. И себя новому миру явите, и свои планы, и свой огонь, и свое семя жизни возродится вновь в нем, намерением чистым откроется, и сердце ваше любовью успокоится и насладится цельностью жизни и взгляда вашего отражения, в котором больше не будет ни тени смятения, ни тени сомнения, ни тени сожаления. Вы будете на жизнь трезво, спокойно смотреть и свету Святой Троицы Тримурти родить. Шаман стоит в вашем пути, и он изменит вашу жизнь. И путь, по которому вы будете идти, не будет вас страшить. Не будет страшить. И вы не будете любви страшиться. И любовь возродится и вам откроется и явится. Третья линия жизни – будущее. Но это уже происходит сейчас. Говори откровенно и неси свою правду. Будь искренним и чистым. Какое-то откровение, правда и чистота откроется вам. Ну и, возможно, это вы открываете чистоту, но здесь где-то свой свет вы уже открывали в прошлом. Но, возможно, прошлый опыт открытия света даст вам возможность еще что-то сказать. Очень скоро ваша 5-я чакра даст о себе знать. Эта карта говорит о том, что вам желательно проверить свою щитовидку, эндокринную систему, если вы чувствуете, что что-то с гормонами. Но очень скоро вы заговорите. Не с вами заговорят, у вас состоится разговор. Вам важно поговорить. Вам важно произвести этот разговор. Вы сами знаете, с кем этот разговор, но
Давайте начнем. О какой правде стоит говорить? Смотрите, вот здесь информация, правда, да? И здесь информация какая-то. И все оно интуитивно, а здесь просветление. Какая правда откроется вам? Какая правда откроется вам? Это правда о превращении, метаморфозе и перерождении. Возможно, вы узнаете о том, что вы беременны, если вы ждете ребенка. Если вы хотите стать отцом, вы им станете. А если вы хотите стать матерью, вы тоже можете стать матерью. Это смерть выпадает аркан, но там, где есть смерть, там есть и зарождение. И действительно, конец цикла. По сути, очень скоро вы поймете, что прошлая жизнь, она уже для вас не имеет никакого значения. И то, что ушло из вашей жизни, и то, за что вы цепляетесь, вы не можете нести больше вперед. И оно не даст вам реализовать те планы. Вы пойдете совершенно к новой цели. И вам откроется правда о смерти, о трансформации, о том, что то, что ты не вернешь, ты не потянешь вперед. Но и оно же забирает твои силы и не дает тебе идти вперед, заставляет тебя бояться. Но очень скоро ты, избавившись от страха, в том числе и смерти, спокойно будешь воспринимать смерть как неотъемлемую часть жизни. Ты будешь ощущать ее за левым плечом и не бояться ее, и она не будет блокировать твое движение вперед. Очень скоро с твоего сердца спадет камень, и движимый двумя силами, любовью и смертью, одновременно без страха смерти и предпочтения любви, ты будешь делать гораздо больше, ты будешь достигать гораздо больше, ты будешь получать от жизни гораздо больше, если будешь спокойно говорить об этом, но не бояться этого, и спокойно понимать, что в твоей жизни есть циклы, приливы и отливы, прибыль и неудача, любовь и, возможно, ненависть, взлеты и падения, холодное, горячее, черное и белое, богатое и нищее. Ты перестанешь разделять мир на две половины, перестанешь осуждать и сможешь сказать: «Я прощаю тебя и отпускаю тебя навсегда». Очень скоро вас кто-то простит, и из горла вашего, как черный мотылек на свет, уйдет та боль и то огорчение. Та боль в желудке и печени покинет вас без сомнения. Шаман будет с вами говорить, и мотыльком из вас все темные нити он сможет на свет явить вам, и вы отпустите все связки ваши, и мотыльком покинет боль вас навсегда. Сосуд ваш, как чистая вода, вольется новая очищенная кровь, и имя той крови — открытая, свободная любовь. Вы сможете воспринять всю информацию в ближайшем будущем совсем по-другому, но без страха. И это отсутствие страха даст возможность вам идти дальше, исцеляться и не бояться никаких неведанных событий. Без сомнения, вы явите себя другим миру. Какая правда о любви откроется вам совсем скоро и изменит вашу жизнь навсегда. Правда о любви есть 14-й аркан. Водоем баланса. Правда о любви есть искусство совмещать белое и черное. И не делить мир на две половины. Близнецы. А это разделение и слияние. И это искусство слияния. Искусство равновесия, баланса. По сути, для вас откроется правда любви как искусство.
Для вас любовь станет спокойным, чистым водоемом, насыщенная золотом рыб, золотыми рыбками. И я даже не исключу, что в ближайшем будущем на вашем столе появится небольшой аквариум с золотой рыбкой, может быть, с золотыми рыбками. Но ваше сердце, ваша сердечная чакра номер 4, чакра Анахата, а также чакра номер 7 Сахасрара засияют зеленым и фиолетовым цветом, соответственно, высшее фиолетовым, среднее зеленым. И, наконец-то, вам откроется спокойствие, где вы сможете услышать в абсолютном молчании истинные звуки чистого искусства вашей чистой любви. Давайте посмотрим, что же может стать целью вашей чистой любви и вашего чистого искусства самореализации. Ну, я вам скажу так. Ваши иллюзии, ваши мечты могут реализоваться. И если вам может сейчас что-то нереальным казаться, то можете сейчас на паузу поставить и в комментарии во Вселенной свой запрос направить. Напишите в комментарии, чего вы хотите. Что вы хотите на свет, то явите. И ваше искусство порадует вас в ближайшем будущем. Возможно, здесь и сейчас. Если это будет от сердца вам идти, то вы можете желание свое написать, и оно обязательно исполнится. Но будьте осторожны со своими желаниями, поскольку шаман и энергии божественного огня сегодня или ночью, или если вы среди дня находитесь и учитесь свою магию воплощать в реальность. Загадайте желание, оно обязательно исполнится, ибо энергии смерти и энергии любви идут пліч-опліч поруч с вами. И это настоящее искусство. Это настоящий уникальный шанс, который дает вам Отец, Сын, Святой Дух. Гармоничное проявление тройственности мира, четвертым элементом которым является форма, это воплощение. Воплощение формы вы можете очень скоро реализовать свою мечту, воплотить ее в жизни, если она есть частью цели вашей жизни или просто частичка в жизни вашей, которую вы несете с детства. По сегодняшний день она обязательно реализуется. Загадывайте желание, закрывайте глаза, ставьте на паузу и пишите свое желание. Не бойтесь, но будьте аккуратны со своими желаниями, они исполняются. Осторожная мышь – это предупреждение, и оно здесь еще раз звучит без сомнения. Будь осторожен со своими желаниями. Будь осторожен со своими мечтаниями. Но если ты истинно любишь и истинно свою мечту в сердце своем бережешь, то обязательно в самом темном небе новую звезду жизни явишь и новую звезду зажжешь. Очень скоро вам откроется тайна, как реализовывать свою мечту, и как делать эти мечты реальным, и как явить миру любовь, искусство и свою красоту. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Запалюйте нові зірки з коханням, з любов'ю до себе і до оточуючих світів, які розмовляли з вами протягом останніх 57 хвилин. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Все буде добре. Па-па.